Всем доброго времени суток! Сегодня я бы хотел поделиться с вами своим приключением на самом большом пресном озере в мире – Байкале. Автономный поход на 7 дней, зимой, на льду в минус 25 на 100 километров, а почему бы и нет? Сказано, сделано. По плану похода мы должны были добраться до одного из Байкальских островов – Ольхон, из Иркутска. Это около 300 километров. И там, около летней паромной переправы, лед возле которой уже давно замерз, должны были начать свой поход вдоль восточного побережья острова. У меня до этого был только небольшой опыт летних походов. Однако сама идея была настолько захватывающей, что сложно было отказаться. Озеро Байкал – это самое большое пресноводное озеро в мире. Оно вмещает в себя 23 615 кубических километров или около 19% всех мировых запасов озерной пресной воды. Площадь озера 31 722 квадратных километра, что чуть больше, чем площадь Бельгии. Средняя глубина около 700 метров, при максимальной глубине около 1600 метров. То, что вы видите, это называется торосы. При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал. В высоту они обычно до 2 метров, но иногда могут достигать и 10-12 метров. Идти в зимний автономный поход – это значит, нужно хорошо подготовиться физически, а также иметь все необходимое с собой. У нас был полный список необходимого инвентаря за пару месяцев до выхода, поэтому было время все купить. Самое главное – это зимний спальный мешок с минимальной комфортной температурой минус 4 градуса, подстилка под спальный мешок, а также лыжная маска или очки для защиты глаз от солнечных бликов. Вся необходимая одежда и обувь, в принципе, разделена на две категории. Ходовая, в которой мы двигаемся днем, и лагерная, в которой мы проводим вечера. Для ходовой одежды важно, чтобы она быстро сохла от пота, чтобы она была достаточно тонкой, чтобы надеть несколько слоев, и чтобы она не стесняла движений, и чтобы верхний слой был и дышащий, и ветростойкий. Так как на стоянке мы двигаемся гораздо меньше, чем днем, для лагерной одежды вполне подходят наши обычные зимние вещи – свитер, пуховик, хлопковое нательное белье. Во время движения днем в минус 10, минус 15 холод практически не чувствуется. А с учетом того, что ты постоянно за собой тащишь все свои и лагерные вещи на санях, что около 25-30 килограмм, то и вообще очень даже жарко. Периодически выходило солнце, иногда нас гнал в спину ветер с вьюгой. Конечно, самое главное в зимнем походе на Байкале – это лед. Лед совершенно разных проявлений и цветов, от глубокого темного до лазурного, а уж про геометрию и говорить нечего. Но были наслышаны про огромные площади чистого и невероятно прозрачного льда, поэтому мы планировали проехать большую часть похода на коньках. Однако нам не повезло.
Большая часть льда оказалась все еще покрыта недавно выпавшим снегом и не успела очиститься благодаря ветру. Так что 90% пути мы прошли пешком. А вы знали, что есть такое явление, как ледотрясение? Я вот не знал. И в первые несколько раз было не по себе, когда кажется именно, что под тобой происходит столкновение ледяных плит. Такой поход – это отличный способ освободиться от повседневности, отвлечь разум и насладиться природой. Есть время подумать о том, о чем ты сейчас занимаешься, о том, что приносит радость и чего хочется в жизни, о том, чего хочется избежать и что поменять. В повседневности, за шумом ежедневных проблем, редко удается мысленно остановиться и прислушаться к себе. Большую часть пути мы были совершенно без мобильной связи, без интернета, лишь гиды имели при себе спутниковый телефон для связи с экстренными службами. Нас было 9 человек, включая 2 замечательных гидов – Марианну и Николая. Для них, а также для большинства группы, походы – это хобби и важная часть жизни. Средний возраст в группе около 35, хотя самой старшей участницей похода было 44. Все работают в разных сферах – адвокат, предприниматель, музыкальная сфера, маркетинг, IT. Зимой по льду ездят как на машинах, так и на воздушных подушках. Самая распространенная машина, в которую мы здесь видели, это, конечно же, УАЗ, или в простонародье буханка. Именно эта машина в финальной точке похода везла нас до гостевого дома, уже на самом острове Ольхон. Езда по льду через торосы и трещины, с буксиром из вещей и периодическими заносами – это тот еще аттракцион. Было забавно, когда водитель рассказывал про недавние несчастные случаи на Байкале, и мы как раз на высокой скорости перелетали трещину во льду, и из-за сильного удара пробили колесо. Однако уже через час мы смогли продолжить наш путь. Байкал – это невероятное место. Место чистоты и вдохновения, испытания и радости. Я надолго запомню этот невероятный опыт и, возможно, вдохновлю кого-либо еще на посещение этих мест. Всю возможную дополнительную информацию я оставлю в описании к этому видео. А на сегодня все. Всего наилучшего. Удачи!